Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Продолжим наше обучение. Часто новички удивляются, почему работа опытного копирайтера стоит дорого. Потому что она заключается не только в нажимании на клавиши. Складывать буквы, слова, а слова в предложении может каждый третий. А вот делать это правильно далеко не все. Поэтому сегодня мы рассмотрим ошибки копирайтеров-новичков. Они как раз и берут дешево, потому что вся работа сводится к набору текста. Чтобы круто и интересно писать, не нужно быть талантливым автором. Этому можно научиться, если стараться проявлять терпение и трудолюбие. Сразу предупреждаю, что вначале будут ошибки, много замечаний со стороны заказчика, недовольства, ну и так далее. Но это нормальный процесс развития. Позже вы сами заметите, как текст пишется быстрее, а заказчик делает все меньше правок. Я собрала топ-10 ошибок новичков, чтобы вы внимательно ознакомились с ними заранее и начинали сразу как профессионал. Первая ошибка – неправильное начало статьи. Статья, которая пишется на заказ, не должна начинаться со слова «Здравствуйте», «Сегодня я хочу вам рассказать», «Свой рассказ хочу начать», ну и так далее. Этих фраз в статье, которые вы пишете для заказчика, быть не должно. Конечно, если он сам этого не просит. Такое обращение в начале статьи возможно только в одном случае. Это когда статья пишется на ваш личный блог. Вот здесь вы свои фантазии не ограничены. А для того, чтобы избежать таких вот ляпов, просто почитайте несколько работ на сайтах той тематики, на которые вы собираетесь писать статью. Это будет очень полезно. Обычно статьи на заказ пишутся от третьего лица. Вторая ошибка – неинтересный заголовок. Креативный и интересный заголовок сразу же бросается в глаза, так как выделяется из общей серой и унылой массы. Обратить внимание на свою статью – это уже полдела. Делайте креативный заголовок. Примеры можете посмотреть, обратив внимание на рекламу. Там как раз используются одни продающие заголовки, которые мотивируют на действие. Третья ошибка – невнимательное отношение к техническому заданию. Работа копирайтера начинается с того, что он получает техническое задание. Если заказчик новый, автору сначала дается тестовое задание для проверки навыков. В нем прописываются тема, ключевые слова, количество символов и другие требования. Прочитайте все очень внимательно и обязательно задайте вопросы по непонятным моментам. Техническое задание – это то, как хочет видеть текст заказчик. Не думайте, что это мне не надо, я без технического задания смогу отлично написать. Вы, возможно, и напишите отлично и лучше, но для себя. Помните, что вы работаете на заказчика. В вашем тексте он сразу увидит невнимательное отношение, и первое впечатление будет испорчено. И вам потом придется переписывать работу заново. Если клиент хочет текст про машину, пишите строго про машину. Если не ясно, уточните, про какие именно машины заказчик хочет статью. И только если он разрешит, допишите про лодки, мотоциклы или даже яхта. А для себя заведите блог и пишите там. Четвертая ошибка – неуважение к коллегам. Есть еще одна ситуация, мешающая зарабатывать деньги опытным авторам – демпинг цен. Некоторые копирайтеры в личке предлагают, например, заказчикам более низкую стоимость. По сути, они проявляют неуважение не только к коллегам, но и к себе, работая по низкой стоимости. Допустим, ваш заказчик понимает, сколько стоит ваша работа и готов поднять вам оплату. Но тут появляется такой светлячок на его пути, услуги которого стоят на 20 рублей дешевле. Конечно, проработав с заказчиком долгое время, он от вас не уйдет, но деликатно намекнет, что вот, например, Иван предлагает для меня более приемлемый вариант. И в большинстве случаев вам придется еще какое-то время писать статьи за эти же статьи, пока вы ищете нового заказчика. Что могу порекомендовать в этой ситуации? Я тоже была в такой ситуации, и поверьте, если вы сможете доказать свою состоятельность, то работодатель поднимет вам оплату. А если вы еще не выросли из уровня начинающего копирайтера, то, увы. Конечно, это не все колючки, встречающие на пути человека, решившего начать свой заработок написанием и продажей статей, но, по моему мнению, к ним нужно отнестись более серьезно. Пятая ошибка – ленивая работа с информацией. Копирайтинг – это написание текстов на самом
самые разные темы. Чаще всего автор получает заказы на незнакомую ему тему. Для этого нужно изучать разные источники, пользоваться только первой ссылкой поисковика. Огромная ошибка. Прежде чем приступить к работе над статьей, вам нужно прочитать очень много контента. Не ленитесь и открывайте ссылку за ссылкой. Читайте паблики на заданную тему, находите сообщества, форумы, ну и так далее. При необходимости смотрите видео на YouTube. Только после такой осведомленности вы сможете выдать качественный и крутой материал. Где искать информацию и какими источниками пользуюсь лично я, посмотрите в предыдущем видео, ссылка в описании, я все подробно там рассказывала. Шестая ошибка – много ненужных слов. Одна из самых главных ошибок в копирайтинге – обилие воды. Я обычно выделяю 3 способа такого текста. Первый – это исторический экскурс. Например, мы пишем про ремонт машин, так почему бы не рассказать про их изобретение, первые модели, тяжелую судьбу творца и многое другое. Второй – это цветастые фразы. В некоторых темах они обязательны. Например, при описании еды или произведении искусства там нужны вкусные фразы, вызывающие определенные эмоции. Но лить воду в тех же машинах вредно для маркетингового эффекта. Третий – это избыточность. Использование лишних, ненужных в тексте слов. Иногда избыточность нужна для усиления эффекта, но чаще всего это просто отсутствие редактора. Вода не просто типичная ошибка начинающего копирайтера, это бич, сохраняющийся у многих авторов, работающих на небольшую цену. Их задача не повысить конверсию или количество продаж, а просто выдать определенное количество знаков в минимальные сроки. Седьмая ошибка – брать в работу сразу несколько заказов. Нельзя брать много заказов в работу, не выполнив предыдущие. Сначала кажется, что времени много, но потом оказывается, что ничего не успеваешь и не укладываешься в рамки. В итоге только ухудшается ваша статистика работы на бирже, и это несмотря на то, что все время работал, не покладывая рук. Всегда рассчитывайте свои силы с запасом, а не берите кучу заказов на одно и то же время. Восьмая ошибка – это срыв заказов. Вам может показаться, что задержка сдачи заказа на полчаса или час несущественна, но это не так. На биржах за задержки штрафуют, а если вы работаете с заказчиком напрямую, он может оказаться пунктуальным и ждать вас с заказом в указанный срок. Опоздание может стать поводом для отрицательного отзыва, поэтому планируйте свое время и ведите учет всех заказов и срок их сдачи. Девятая ошибка – оптимальный объем статьи. Объем вашей статьи должен быть примерно 2500 знаков, но не меньше. Поисковые системы не воспринимают всерьез тексты с малым количеством символов. Так уж устроены алгоритмы поиска, что по информационным запросам приходится соблюдать минимальную длину текста. И десятая ошибка – работа над правками. Правки от заказчика – это то, без чего не всегда обходится даже опытный копирайтер. После того, как вашу статью проверили и прислали на доработку, не задавайте вопросов таких, как, например, то есть мне эту часть надо переписать? Заранее могу предупредить, надо. И не одну, и, возможно, не один раз. Это нормально, и таким образом повысится ваш опыт. Потом правок будет совсем мало. Не удивляйтесь и не обижайтесь на заказчика. Не воспринимайте критику текста на свой личный счет. И вообще будьте к ней готовы. Клиенты бывают очень резкие в выражениях, но только так вы приобретете практический опыт и станете крутым копирайтером. Я перечислила 10 частых ошибок, которые допускают копирайтеры в своей работе. Помните о них и старайтесь не наступать на одни и те же грабли. И, кстати, этот список можно увеличить еще в 2-3 раза. Если вам есть что добавить, пишите в комментариях, обязательно обсудим. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.